Сальма Хайек – голливудская икона, известная своей поразительной красотой и захватывающими экранными образами, которая в 58 лет смело демонстрирует свое тело в откровенном бикини. От соблазнительных изгибов до сияющей кожи Сальма – воплощение вневременной красоты. На протяжении многих лет она была довольно консервативна в плане косметологии и всячески отрицала пластическую хирургию, инъекционную косметологию и не менее активно продвигала вовне свои секреты домашнего ухода и идею естественного старения. Меня зовут Юлия Щербатова. Я кандидат медицинских наук, косметолог, главный врач клиники. Расскажу вам в этом ролике, что это за такие секреты. Ну, конечно, кроме мужа, Франсуа Анри Пино, который владеет группой компании Kering, одним из крупнейших фэшн-конгломератов, в которые входят Gucci, Balenciaga, Yves Laurent, Brioni, ювелирный бренд Boucheron и посуда Женари. Намек поняли? Итак, немножко про Сальму Хайек как про человека. Очаровательная совершенно женщина, как мы знаем. Лично мне она симпатична тем, что она красива, она знает о том, что она красива и ничего из себя не изображает. У нее прекрасное чувство юмора, и она относится к своим изменениям и вообще к своему телу с юмором, да, и ко всяким ситуациям. И это совершенно замечательно, когда она выходит в какие-то прямые эфиры, выступает у кого-то на каких-то там видеоплощадках. Это чудесно и завораживающе, когда она что-то говорит. Примерно может сказать, показывая на свою шею, на декольте, что тут индюшиная шея. Touch your face, touch your hair, touch yourself. It's all about the connection you have with yourself, and it's the routine of beauty. It's a great moment to experience that. You will get more by doing this than by putting 1,000 products on your hair, on your skin, you know, using your hands, using your fingers. It's having a moment of connection with yourself. And you can make this beauty routine meaningful instead of just like criticizing yourself. Mwah. И это очень смешно, потому что на красивой женщине и индюшиная шея смотрится прекрасно. Она очень долго отрицала какие-то профессиональные процедуры и вообще говорила о том, что ее бабушка, косметолог, научила ее пользоваться домашними средствами правильно, мазаться натуральными продуктами. И, в общем, это все довольно долго ехало. И как раз в недавнем видео она говорит такие замечательные вещи. Я прямо зачитаю, чтобы не исказить. «Признаюсь вам, я была очень консервативна. Длительное время я делала одну и ту же рутину. И все у меня было отлично. А потом в один прекрасный день все как-то застопорилось. Я начала изучать вопрос и с ужасом для себя открыла, что одним домашним уходом уже не обойтись. На мгновение я подумала, боже мой, неужели теперь единственный выход – скальпель пластического хирурга? Ведь я ужасно боюсь боли, я трусиха, у меня низкий болевой порог. Тогда из каких же секретов, очевидных и не очень, состоит красота Сальмы Хайек? Итак, начнем с фундамента. Правильно, с питания, потому что если нет базы, нет правильного фундамента, никакие единичные бьюти-процедуры не помогут, потому что рутина домашняя, а это питание, обусловливает всю красоту каждого человека. Сальма Хайек часто говорит о том, что она питается часто небольшими порциями и уделяет огромное внимание свежести продуктов, их качеству, для того, чтобы они были натуральными и приготовлены только что. Есть продукты, которые она употребляет каждый день, и она об этом довольно часто говорит. Один из таких продуктов – это костный бульон. Костный бульон мы с коллегами тоже очень часто назначаем в клинике. Почему мы так делаем? Потому что костный бульон – это буквально пептидный субстрат. Пептиды коллагена, пептиды эластина содержатся в костном бульоне, особенно если он правильно сварен. Как правильно сварить костный бульон? Или мы его покупаем там, понятно, у производителей, которые делают это качественно, долгие годы умеют это делать, либо мы запасаемся терпением, большой кастрюлей, примерно литров на 10-12, и кладем туда косточки, добавляем, как Сальма Хайек, туда ложку яблочного уксуса и варим кости на маленьком, медленном огне, не меньше 8 часов. То есть это такой довольно забавный труд, поэтому готовьтесь к испытаниям. Почему Сальма Хайек считает, что костный бульон помогает ей сохранять свою красоту? Конечно, потому что она подошла к вопросу разумно, она изучила вопрос. То, что нам говорят исследования, она наверняка тоже прочитала. То есть, если в нашем организме недостаточно коллагена, эластина, пептидов коллагена и эластина, мы ни за что на свете его не насинтезируем. Нам просто будет не из чего. Очень много споров ходит относительно того, употреблять коллаген, не употреблять, добавлять ли его в виде БАДов, различных капсул, гелей и так далее. Давайте сразу договоримся, что это сырье для синтеза наших собственных
тканей. Если организму неоткуда взять достаточного количества коллагена и эластина, он просто ни из чего его сделать не может. От ничего и не бывает. Поэтому Сальма Хайек совершенно права, когда она пьет костный бульон каждый день. Я вот тоже стараюсь так делать. И принимаю добавки с коллагеном. Что она еще употребляет? Смузи из зеленых продуктов. Обратите внимание, что смузи из фруктов, которые сладкие на вкус и вообще подразумевают фруктовый состав, это не те же смузи, которые пьет Сальма Хайек. Сальма Хайек выбирает правильные смузи. То есть это все зеленые продукты. Например, это может быть авокадо, огурец, листовая зелень, травы. Все то, что зеленого цвета. Вам тоже очень легко будет определиться, и это обязательно не сладкое на вкус. Вот такие смузи улучшают микробиом кожи, кишечника и способствуют правильному иммунитету тканевому, который приводит к тому, что новые ткани, которые образуются в нас, особенно с возрастом у взрослых людей, будут более здоровыми, чем у тех, кто пьет сладкие смузи. И еще одна основа красоты Сальмы Хайек – это правильный завтрак. Как мы знаем, она, несмотря на то, что живет в разных странах мира и может себе позволить совершенно разные, остается верной поклонницей мексиканской кухни. Мексиканская кухня подразумевает большое количество белка и большое количество жиров. Поэтому правильный завтрак, который Сальма Хайек, часто упоминает, белковый жирный завтрак. У меня, кстати, об этом тоже есть ролик. Мы поговорили с вами про питание, а теперь поговорим про сон и стресс, потому что нас ничего больше так не старит, как неправильный образ жизни, недостаточное количество сна и стресс, который мы никак не профилактируем. Сальма Хайек совершенно права, когда говорит, что стресс старит нас куда больше, чем годы. Сон – это единственное время, когда наш организм регенерирует все те повреждения, которые с нами происходят днем. Днем мы нервничали, подвергались ультрафиолетовому излучению, отрабатывали генетические программы нашего разрушения. Днем мы ели неправильную пищу, пили алкоголь, дышали загрязненным воздухом, много чего было днем. И только ночью, во время сна, когда человек спит, никто не знает, почему так природа устроила, но это именно так. Только во сне человек отыгрывает все повреждения назад, регенерирует все ткани, синтезируются наши гормоны и так далее. Поэтому сном пренебрегать ни в коем случае нельзя. Поэтому Сальма Хайек молодец. Следующий кит, на который стоит красота Сальмы Хайек, это физическая активность. Неоднократно она упоминала, что бег, интенсивные занятия спортом, какие-то выматывающие тренировки – это не ее вообще тема, она этого не любит. Я тоже терпеть не могу, честно. Поэтому что мы с Сальмой Хайек делаем? Мы занимаемся умеренной физической активностью. Сальма Хайек – поклонница пилатеса, поклонница упражнений с весом собственного тела. Такие простые вещи, как приседания, отжимания, то есть все упражнения, которые можно делать вот прямо здесь, посередине этой комнаты или прямо во время трудового дня. Что это дает? Это дает минимизацию стресса от интенсивных физических нагрузок, но зато это постоянная физическая нагрузка, которую наше тело принимает с самой большей благодарностью, с самой большей эффективностью. Поэтому Сальма Хайек здесь совершенно права. Еще один нюанс физической активности Сальмы Хайек – это йога. Йога повышает выносливость за счет того, что дыхательные упражнения, которые являются неотъемлемой частью занятий йогой, повышает кислородную емкость крови, оптимизирует работу митохондрий, повышает устойчивость к гипоксии. Йога улучшает гибкость и способствует здоровью суставов. Именно поэтому тело Сальмы Хайек в 58 лет по-прежнему поражает нас своими формами. Итак, переходим к секретам ухода за кожей Сальмы Хайек. Сальма Хайек считает, что те средства, которые нужно наносить на кожу, должны быть естественными и натуральными. Бабушка-косметолог научила Сальму ухаживать за собой с юности. Например, она активно использует в уходе масло шиповника и кокосовое масло, которое известно своими антиоксидантными свойствами. Еще из неожиданных, может быть, таких секретов, это то, что она не умывается по утрам. Да, такая штука подходит не всем, но в чем я с ней здесь совершенно согласна, это то, что не надо мыть свою кожу до скрипа дважды в день. Вообще достаточно такого после ночного сна базового умывания прохладной водой для того, чтобы снять те продукты, которые выделились из кожи в течение ночного сна, и подготовить кожу к нанесению следующих уходовых средств. Этого будет достаточно большинству из вас.
А вот вечером Сальма Хайек уделяет особое внимание уходу за своей кожей. Тщательно смыть макияж, тщательно увлажнить кожу, нанести на нее питательные вещества. Она много-много раз упоминала средства с гиалуроновой кислотой и витамином С, которые являются ее любимыми. Я вот тут абсолютно поддержу замечательную Сальму Хайек, потому что сама так делаю и советую такой уход своим пациентам. Кстати, вот в этом ролике я рассказываю про умывалки, которые содержат в том числе витамин С, гиалуроновую кислоту и которые подходят для ухода за кожей утром и вечером, и которые я использую, конечно же, сама. Следующий пункт ухода Сальмы Хайек за собой – это непреложное нанесение солнцезащитных средств, что бы ни случилось, перед выходом на улицу. Вспомним, да, что Сальма Хайек вообще-то мексиканская девушка. Мексика – солнечная страна, и кто, как не жители солнечных стран, знают о тех опасностях, которые несет за собой солнце. Поэтому она наносит с SPF всегда, когда выходит на улицу. Я уже рассказала вам в ролике, который свежеприготовленный, о том, чего бояться в солнцезащитных средствах, а чего бояться не надо, когда их наносить, а когда нет. А самое главное, как правильно выбрать солнцезащитные средства. Сальма Хайек утверждает, что в ее лице нет ни филлеров, ни ботокса, и мы ей верим. И много раз говорила о том, что она за естественное старение. Ну, как получится с возрастом, так получится. И она очень много времени уделяла тому, что прямо говорила о том, что она против аппаратных процедур, против инвазивных процедур, против всей вот этой вот косметологии. Пока не случилось то, с чего я начала свой рассказ. Это неотвратимость наступления возрастных изменений. Когда она увидела, что привычная рутина, привычный уход, даже включая бабушкины средства, натуральные продукты, там, хороший сон, движение и так далее, не приносит тех результатов, которые она хотела бы видеть на своем лице, а она, как красивая женщина, конечно, следит за своим лицом, тут случилось интересное, что у Сальмы Хайек случилась такая трансформация. И тогда она решила попробовать на себе безоперационную смаз-подтяжку ультразвуковую на аппарате Altera Prime, лицом которого она стала. И тут опять интересные цитаты от Сальмы Хайек. Я вам зачитаю. Я сказала себе: окей, я услышала тебя, Вселенная. Если это сработает, то мы сможем продолжить разговор. Собственно, методика альтеротерапии соответствует философии жизни Сальмы Хайек. Это безоперационная методика. Она не приносит какой-то травматизации, она не требует реабилитации, она не оставляет шрамов, не искажает лицо человека, а возвращает к тем красивым очертаниям, которые были у нас в юности. Поэтому Сальма Хайек до такой степени прониклась этой методикой, что в мае 2025 года она стала амбассадором альтеротерапии. Кстати, если кому-то интересно, то у нас в клинике есть аппарат Altera, который в клинике находится с 2016 года. Сотни и, наверное, уже даже тысячи благодарных пациентов прошли через мои руки, и мы вместе с пациентами радуемся вот этим результатам альтеротерапии. Если вы хотите узнать больше про методику альтеротерапии, переходите по ссылке в описании к этому ролику и в первом комментарии и узнайте больше. Обычно мы говорим пациентам, что после проведения процедуры альтеротерапии потребуется 2-3 месяца для того, чтобы увидеть первые результаты. Потому что наши клетки, фибробласты, делятся с определенной скоростью и синтезируют коллаген и эластин с определенной скоростью. Поэтому в сопроводительных документах к альтеротерапии мы можем увидеть такой временной интервал, как 90-120 дней от момента процедуры требуется для наступления видимых результатов. Но Сальма Хайек утверждает, что она увидела результаты уже через 2-3 недели. Почему так бывает? У меня тоже есть такие наблюдения, когда пациент начинает видеть очень быстро какие-то изменения. Это бывает у тех людей, у кого возрастные изменения не зашли очень далеко и которые, в принципе, ведут здоровый образ жизни. И Сальма Хайек рассказывала про замечательные изменения, которые она увидела в зеркале. И вот таким образом, спасибо большое Сальме Хайек за то, что она показала нам такие результаты, что правильный образ жизни, правильное питание, правильное отношение к своему уходу, сон, физическая активность и правильные аппаратные процедуры, когда они назначены вовремя, правильно сделаны, могут привести к тому, что человек в 58 лет может выглядеть роскошно. И это не только прерогатива Сальмы Хайек. Любой из вас может начать вот такой замечательный образ жизни
прийти на консультацию и выбрать для себя правильную процедуру, и в 58 лет, неважно, мужчина вы или женщина, блистать красотой и подтянутым лицом.